Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. В предыдущей теме мы разобрали варианты использования вопросительного слова «откуда». Все сказанное там почти полностью применимо и к слову «где». Где я? Къде си аз? Где ты? Къде си ти? Где он, она, оно? Къде той, тя, то? Где мы? Къде сме ние? Где вы? Къде сте вие? Множественная и уважительная форма. Где они? Къде са те? То же самое без лишних местоимений. Аналогичным образом строятся ответы. Я нахожусь в Болгарии. Ты в Болгарии. Он, она, оно в Болгарии. Мы, вы, они в Болгарии. Также местоимения заменяются именами собственными. И также строится краткая форма ответ без подлежащего. Помимо рассмотренных ранее вариантов, вопрос также можно построить с помощью вопросительных слов. Действует следующее правило. На первом месте всегда стоит вопросительное слово. В нашем случае это вопросительное местоимение «какыв», означающее «кто», «какой» или дословно «каков». На втором месте обязательно идет глагол. А вот все, что дальше, дополнение, определение и даже подлежащее, уже не так обязательно. Вопросительное местоимение «какыв» используется в сочетании с подлежащим, явным или предполагаемым, мужского рода единственного числа. Какыв сым аз по профессии? Кто я по профессии? Какыв си ти по профессии? Кто ты по профессии? Какыв той по профессии? Кто он по профессии? Для подлежащих женского рода единственного числа используется вопросительное местоимение каква. Каква сым аз по народности? Кто я по национальности? Каква си ти по народности? Кто ты по национальности? Каква тя по народности? Кто она по национальности? Для множественного числа используется какви. Какви сме ние по профессии. Какви сте вие или какви са те по профессии. Кто вы или кто они по профессии. Обратите внимание, что там, где используется не множественное, а уважительное личное местоимение вие, само вопросительное местоимение стоит только в единственном числе. То есть допустимо либо какыв сте вие по профессии, либо каква сте вие по народности. Но ни в коем случае не какви сте вие по профессии. И еще 5 новых слов, означающих профессии. Лаборант, архитектор, инженер, спортсмен и торговец или продавец. Последнее означает не столько человека, стоящего за прилавком, сколько организатора торговли, организатора продаж. Лаборант, лаборантка, лаборантки, лаборанти, архитект, архитектка, архитектки, архитекти, инженер, инженерка, инженерки, инженери, спортист, спортистка, спортистки, спортисти, торговец, торговка, торговки, торговцы. Рассмотрим новый глагол, глагол следвам. Изучать, исследовать. Аз следвам. Я изучаю. Ти следваш. Ты изучаешь. Той, тя, то следва. Он, она, оно изучает. Ние следваме. Мы изучаем. Вие следвате. Вы изучаете. Те следват. Они изучают. Так же, как известный нам глагол казвам, глагол следвам – это глагол а спряжения, поскольку в третьем лице единственного числа имеет окончание а или я. Продолжаем пополнять словарный запас. Экономика – то же самое, что экономика на букву право, юриспруденция – право, инженерство – инженерные дисциплины, инжиниринг и далее слова, которые в переводе комментарий не нуждаются. Физика, математика, медицина, фармацевтика. Теперь попробуем использовать новые слова при задании вопроса с частицей ли. А следуем ли журналистика? Изучаю ли я журналистику? Ти следваш ли филология? Изучаешь ли ты филологию?
Той следва ли педагогика? Изучает ли он педагогику? Тя следва ли биология? Изучает ли она биологию? Ние следваме ли история? Изучаем ли мы историю? Вие следвате ли психология? Изучаете ли вы психологию? Те следват ли химия? Изучают ли они химию? Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!